А что, если я тебе сейчас в этом ролике покажу наглядно и докажу, что стресс и тревожность это не столько мысли в голове, сколько это определенные вещи, происходящие в твоем теле. И так как эти вещи происходят в теле, то и управляются они и убираются тоже через тело. Вы на канале Другой взгляд на человека, меня зовут Александр Российский, погнали! Пожалуй, каждый из нас когда-либо сталкивался с таким чувством, как стресс, тревожность и так далее. И это далеко не самые приятные чувства. Это такое ощущение внутри тебя, как будто все кипит, как будто что-то происходит, как будто что-то не то. И ты эти чувства дифференцируешь как чувства, которые находятся в твоей голове. То есть как некие мысли тревожности, мысли стресса и так далее. Допустим, вы испытали какой-то стресс на работе или в семье. То есть был конкретно какой-то фактор. Например, не знаю, муж пришел пьяный, ты разозлилась, и вот этот вот фактор, который вызвал стресс. Или бывает, допустим, ребенок долго не приходит домой, ты переживаешь по этому поводу, образуется тревожность. Вот это нормально, это логично. То есть есть определенный фактор, который вызывает как рефлекс, как реакцию в тебе определенное чувство, такое как стресс и тревожность. А вот что тогда по-вашему и что делать в таком случае, когда ты просто просыпаешься с утра, а у тебя тревожность? Когда ты просто сидишь у себя на диване и вроде все хорошо, а ты не можешь расслабиться, как будто ты в стрессе. Когда ты сидишь на работе и вроде бы все нормально, все окей, но внутри тебя все как-то колкочет, ты напряжен, тебе плохо, ты чувствуешь, как будто бы сейчас что-то случится или уже что-то случилось. То есть какое-то предчувствие плохое, какое-то напряжение невозможно выкинуть в мысли в голове вот такой вот рой. Что это такое? А для этого нам нужно разобраться в том, что такое есть человек и как эти чувства вообще образуются. Вот смотрите сюда. Вот здесь вы видите желтые проводки. Вот эти желтые проводки, они называются нервы. Весь вот этот вот портрет человека в желтых проводках – это нервная система человека. То есть, по сути, любая мысль, любое твое движение работает на биотоке, который идет по этим проводкам. А теперь смотри, вот эти проводки, они здесь все желтые. Но на самом деле они подразделяются на две группы проводков, скажем так, красные и зеленые. Красные проводки – это педаль газа, то есть это проводки, которые делают тебя мобилизованней, делают тебя быстрее, твое дыхание ускоряется, твои движения ускоряются, вся твоя биохимия переходит на такой режим, скажем так, режим войны. И вот эти вот красные и зеленые проводки, они работают не только с мыслями, но и с телом человека, с движением человека. То есть красные проводки, они напрягают твое тело и делают напряженным, твердым. А зеленые, наоборот, расслабляют, убирают тонус, и ты такой размягший, как кисель. И вот когда ты постоянно находишься в красной зоне, в стрессе, в длительном стрессе, либо в такой ситуации, как развод, смерть близкого, какое-то трагическое сильное событие, то тебя так напрягает, так эти красные проводки настолько сильно срабатывают, что обратно ты не можешь перейти вот в эту зеленую зону. То есть, по сути, ты залипаешь то, что я называю на педаль газа. А вот это залипание на педали газа, оно уже вызывает все разрушения в твоем организме, все твои болезни и все твои ментальные проблемы, такие как постоянная тревожность, стресс, раздражительность и так далее. Вот как это происходит и почему это происходит? А потому что в нашем организме вот эти проводки, они окружены нашими мышцами. И когда вот эти мышцы напрягаются и превращаются в мышечный зажим, то они по сути сжимают вот эту вот проводку, происходит корочение. То же самое, что вот просто ты возьми провод электрический и поставь на него стул. Произойдут проблемы, какое-то короткое замыкание, то есть будет коротить, лагать, работать неправильно. И когда ты, получается, испытал очень сильный стресс, тебя зажало в определенных местах, таких как челюсть, шея, диафрагма и еще некоторые зоны, которые мы изучаем. И вот в этих зонах тебя коротит. И ты вроде сидишь уже дома, все хорошо, нету повода для стресса и напряжения, нету, ты можешь расслабиться. Но ты не можешь расслабиться по той причине, что твое тело сигнализирует о застрявшей проблеме. То есть для твоего мозга он не разделяет настоящую проблему, искусственную проблему или просто сигнал из тела. Для него это одно и то же, он работает на импульсах. И в данном случае импульс, по сути, как застревает и постоянно вот так вот. Проблема, 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 стресс, стресс, стресс. И ты в таком сидишь настроении, постоянно, что с тобой что-то происходит. Сейчас проблема, ты напряжен, потому что в твоем теле зависло. И когда так происходит день, два, три, неделя, месяц,
то ресурс твоего организма изматывается, потому что ведь красная зона должна была бы смениться зеленой зоной, но этого не происходит, и твой ресурс начинает изматываться. Твоя биохимия из уверенного в себе человека, из дофаминового, тестостеронного, превращается в кортизоловую, в адреналиновую. Ты начинаешь шугаться, когда тебя просто окликают, типа «Привет, Саша», ты типа такой, да, там ты не можешь, у тебя начинаются сбои, и начинаются эти сбои по всем статьям. То есть в формате твоего пищеварения у тебя начинаются то газы, то расстройство желудка, то еще что-то. Весь твой организм начинает как бы сдавать сбои. С ним происходит не в одном каком-то месте поломка, а ты целиком и полностью начинаешь себя чувствовать разбалансированно. То есть ты можешь проснуться ночью от ощущения того, что ты немножко задыхаешься, от повышенного дыхания. Могут начаться панические атаки, деперсонализация, дереализация. Это все являются звеньями одной цепи. Это нераздельные заболевания и отклонения. Это вот то, что я называю залипшей педалью газа. То есть, друзья, делаем промежуточный вывод. То, что ты в своей голове ощущаешь как стресс, как напряжение, как постоянную тревожность, на самом деле завязано не на событиях вовне твоей жизни, а оно приходит изнутри твоего тела. А твой мозг, твой ум, лишь только уже получая вот этот сигнал, озирается по сторонам и пытается понять, а за что же мне зацепиться, откуда у меня этот страх, и ты начинаешь сам придумывать. А это потому, что у меня нет удовлетворенности в жизни, а это потому, что я переживаю за ребенка, а это потому, что сейчас в стране такой беспорядок. И так далее. То есть ты уже только отпиариваешь те процессы, ту биохимию и те залипшие состояния, которые находятся внутри тебя. Это принципиально другой взгляд на человека. Поэтому моя концепция и называется «Другой взгляд на человека». И вот с этими состояниями, в том числе, мы и работаем на моем курсе, на моем проекте «Создатель». Начиная вот с самого начала, с первого занятия, и вплоть мы строим как некую, вот как сейчас я вам рассказывал, строим как некую цепочку, при которой ты, смотря каждую серию, все больше и больше понимаешь, что с тобой происходило, что с тобой происходит, что оказывается проблема не вовне, а внутри. Где конкретно проблема? Ага, в этой зоне. А почему именно здесь? А как с ней работать? И так далее. И вот в рамках этого занятия, друзья, я не могу вам дать все то, что я даю на протяжении 27 занятий в Создателе, да, по полчаса. Но я вам хочу дать, помимо того, что уже сказал, помимо того, что вы должны были понять, ого, нифига себе, точно, так оно и есть. Я вам хочу сейчас дать еще один практический момент, чтобы вы своими руками в правильном месте пошурудили, да, чтобы сделали все правильно, и чтобы ощутили здесь и сейчас мгновенный релакс. И тогда вот вы поймете уже точно, то, что говорит Александр, это и есть правда. Все, что вам понадобится, это немножечко сейчас теоретических знаний, и сразу же перейдем к практике. То есть мы будем работать вот с этим местом, которое находится здесь, челюстной сустав. Здесь почему так важно? Потому что здесь проходит так называемый блуждающий нерв. А это такой проводок, один из главных вот этих желтых, который идет вот так вот и вплоть аж до паха. И дело в том, что когда он на каком-то этапе пережимается, в частности вот здесь на уровне челюсти, то все последующие этажи этого провода, они выключаются, они работают неправильно. И соответственно у тебя начинаются проблемы. Проблемы с ритмом сердца, то есть оно то быстро стучит, то медленно стучит. У тебя плохо переваривается еда и так далее. То есть бессонница и все вот в этом духе. И если мы сейчас уберем вот это залипание на этом уровне, ты здесь же и сейчас ощутишь сразу же вот так вот, тебе станет хорошо, расслабление, ты ощутишь, как будто ты бежал километров 500 и наконец-таки остановился. Вот это вот очень важно. Давайте перейдем к практике. Итак, смотрите, друзья, то есть вам понадобится ваш палец. Вы засовываете его себе в рот. Вот открывайте рот. Вот, точнее, сделайте лучше вот так. Вот так. И поставьте этот палец на уровне зубов верхних, вот здесь. И смещайте этот палец вдоль зубов вот так вот. По верхней стороне едьте. Если вы делаете все правильно и едете вдоль верхних зубов, то вы упретесь в такую как перегородку стенку. Вот давайте прямо за мной повторяйте вместе со мной. Вот она, эта перегородка, я ее чувствую. Она как в виде напряженной такой, как струнки, как в виде напряженной такой створки. И вот теперь вы берете этот палец, вот представьте, что вы уперлись вот сюда, да? Вот что вы делаете. Вы этот палец пытаетесь как червячок в яблочке проточить. Представьте, что вот это какой-то как раскаленный прутик,
А вот это вот какая-то, как знаете, как какой-то парафин от свечи. И то есть ваша задача как будто бы свой палец туда аж проплавить. И вы не просто упираете в одно место и держите, не просто вот так вот, а немножечко еще как бы давая вот такую вот, как будто как бур, как будто вы шахтер и хотите пробурить стенку. Вот примерно вот таким образом. Закройте глаза, вдохните. Выдохните хорошо и давайте попробуем. Лицо в этот момент свое, как будто бы, знаете, как вот оно должно как опасть, как маска такая. То есть не напрягайте себя, отпустите все, пусть все уйдет. Пусть вот так вот прям пофиг, вообще не обращайте внимания. Пусть оно стечет как будто вниз. Рот чуть-чуть приоткройте на удобную такую высоту, ширину, да. Подпираем стенку и давим на нее. Не сильно так, что пытаясь прям проткнуть насквозь, но с определенным давлением. И по мере того, как оно будет немножко отступать, вы как бы еще больше чуть-чуть напираете, еще больше. То есть ваша задача туда немножко размягчить вот эту вот всю историю. Пробуйте, как вам будет. У каждого свое понимание этой техники и свое внутреннее какое-то, да, свой какой-то опыт внутренний. Но смысл в том, что вы должны с этой стороны и с этой вот эту вот створку подразмять. И как только вы это сделаете, вот я даже просто сейчас в течение 10 секунд это делал, уже сразу состояние переходит какое-то в более сбалансированное, как будто скорость жизни замедлилась и немножко таким все, знаешь, как будто ты перешел в другое какое-то измерение, ну по ощущениям, то есть в такое более медленное, приятное, какое-то более сонное, что ли, измерение. Идите на диванчик, ляжьте, укройтесь и смотрите телевизор. Вот такое какое-то внутреннее состояние, понимаете? То есть вот, и таким образом, когда вы сейчас это все сделали и прочувствовали это на себе, вы можете понять, что ага, значит все, что говорит Александр, это работает точно так же, как он говорит. А исходя из этого, мы только с вами рассмотрели маленький кусочек, как образуется стресс, как образуются болезни, тревожность, проблемы. А ведь также есть еще другие куски мозаики, как образуются комплексы, почему ты не можешь сказать, почему ты не можешь отказать. И у этих всех мест точно так же есть определенные зажатые зоны в твоем теле, которые генерируют, точно так же, как здесь сейчас генерируется тревога, а вот там, например, генерируется то, что у тебя неполноценное ощущение себя, то, что ты не веришь в себя, то, что ты не уверен в себе, то, что ты не считаешь себя сексуальным и так далее. То есть ты представляешь, вся твоя история в голове, все, что ты называешь собой и личностью, это всего лишь сочетание зажимов, которые выстроилось конструктором и делает из тебя вот сейчас Ивана Иванова. А если ты изменишь всю эту конструкцию, всю эту структуру, то получится другой Иван Иванов. Не тот, который борется с собой, что он неуверенный и пытается пыжиться, что он уверенный. А нет, абсолютно другой человек, который даже не страдает теми проблемами, которые старая личность страдала. Ну, точно таким образом я себя полностью создал вот из такого гуська, да, неуверенного в себе. Я сделал вот того человека, который ты сейчас видишь в камере, и который уже, можно сказать, реально успешный человек даже по мировым меркам. И, кстати, друзья, вот если кто-то из вас еще тоже сомневается или у него есть какие-то непонимания, то я вам хочу сказать, что мой метод мало чем отличается от официальной медицины. Они используют антидепрессанты и транквилизаторы. То есть химические вещества, которые работают тоже не с головой, они работают с телом. То есть транквилизаторы — это вещества, которые расслабляют твои мышцы, твое тело. Но это дает кучу побочных эффектов. Это дает такое, что ты прочти, да ты ж с ума сойдешь, что там дается, да, в бонусом, так сказать. А мой метод не имеет противопоказаний. То есть я тоже расслабляю твое тело, убираю фобии и страхи, но при этом это наоборот делает тебя здоровее и лучше. И вообще я сейчас вот посмотрел недавно фильм, как он назывался, фильм этот, «Не смотрите вверх» или «Посмотрите вверх», с Ди Каприо, там где новый вот этот вот фильм «Катастрофа». И заметьте, что он делает постоянно при приступе панических атак. Он сразу же пытается там диафрагму что-то нащупывать. То есть в Америке они уже давно хоть немножечко впереди, да, хоть немножко понимания. А у нас до свидания, еще лет 50 будешь пить таблетки, от которых тебя в дурку закроют и приедешь. Поэтому, друзья, каждый выбирает по себе свой путь. Разумный, осознанный человек по-любому в том, что я сейчас сказал, увидит для себя то, что он искал.
А дальше уже пишите в поддержку, смотрите, подписывайтесь в группу «Создатель Highlight», вы увидите, как там люди меняются, как их внешность меняется даже, всего лишь за каких-то несколько недель, которые они на Создателе работают. А дальше, когда созреете, уже приходите учиться, буду вам рад. Будьте здоровы, берегите себя, пока.